Что происходило с христианством, когда мир стремительно менялся? От великих географических открытий до промышленной революции. Как церковь справлялась с вызовами, теряла ли она влияние или наоборот, усиливала свою духовную мощь. Об этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем видео. Новое время условно началось с великих географических открытий, расширив границы христианства на новые колонии Испании и Португалии, в Америке, Африке, на Дальнем Востоке и других регионах. Туда устремились миссионеры католической церкви, сначала монахи, францисканцы и доминиканцы, стремившиеся цивилизовать и обратить местные народы в христианство. Несмотря на такие успехи, многие критиковали церковь и ее роль в управлении обществом. Продажа индульгенций и роскошь духовенства вызывали желание вернуться к истокам христианства. Поклонники Ренессанса считали католическую церковь причиной множества проблем и видели в античности время расцвета западной цивилизации. Продвижению их критики помогло появление в то время книгопечатания, поскольку позволило быстро и массово издавать книги, трактаты и брошюры. Начало реформации церкви положил Мартин Лютер, выступив против злоупотреблений католической церкви. В 1517 году он опубликовал 95 тезисов, в которых осудил продажу индульгенций и призвал к реформе веры. Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык, чтобы каждый верующий мог лично читать Священное Писание. Со временем рост значимости национальных языков способствовал вытеснению латыни как общего языка международного общения. Последователи Лютера выступали против главенства Папы Римского, культа святых, реликвий, мощей и монашества. В ряде немецких княжеств и скандинавских стран правители приняли протестантизм, чтобы получить больше власти и избавиться от влияния католического духовенства. В Англии Генрих VIII использовал идеи реформации, чтобы добиться развода и установить контроль над церковью, который позволил ему конфисковать монастырские земли. Протестанты, последователи Кальвина, пошли дальше и убрали все обряды, иконы, алтари, украшения. Запретили пьянство, азартные игры. Анабаптисты были самыми радикальными реформаторами. Они отказались от церковной иерархии, крещения детей и бежали от военной службы. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. Католики не смогли сразу подавить протестантское княжество, поскольку были заняты войной с Османской империей. Когда император смог собрать силы для борьбы, то уже не смог навязать свою веру и в конечном итоге согласился на установление Священной Римской империи Аугсбургского мира по принципу «чья земля, того и вера», что означало, что правители могли устанавливать свою религию на своей территории. От него больше выиграли умеренные протестанты и дворянство. В других странах также были установлены законы о частичной свободе вероисповедания. В Речи Посполитой в 1573 году, во Франции после войн с гугенотами по Нанскому эдикту 1598 года. Католическая церковь не могла смириться с протестантизмом и созвала Тридентский собор, который объявил контрреформацию, но признав злоупотребление при торговле индульгенциями. На Тридентском соборе был основан орден иезуитов для противодействия реформации, введен индекс запрещенных книг, усилена инквизиция. В протестантских странах также существовало религиозное преследование, особенно в отношении более радикальных групп протестантизма. Они, главным образом пуритане и баптисты, бежали в английские колонии в Америке, где могли свободно практиковать свою веру. Пока в Европе шла реформация, православный мир частично находился под властью Османской империи. Его новым центром притяжения становилось Московское царство, которое после периода правления Ивана Грозного погрузилось в смуту. Во второй половине XVI века распространение кальвинизма в испанских Нидерландах вызвало жестокие репрессии со стороны католиков и стало главной причиной 80-летней войны. Эта война стала частью 30-летней войны, когда новый император отменил ранее предоставленные протестантам права на территории Габсбургов. Этот конфликт стал одним из самых масштабных в истории Европы, в котором приняли участие большинство европейских государств. В протестантской Англии подозрение, что король поддерживает католиков, стало одной из ключевых причин, приведших к пуританской революции. Решающим моментом 30-летней войны стало вмешательство католической Франции, которая, несмотря на свою верность католицизму, поддержала протестантов в борьбе против Габсбургов. После этого император Священной Римской империи, вопреки воле Папы Римского, согласился на Вестфальский мир. Он установил новую систему международных отношений, признавая суверенитет и независимость стран, заменив феодальную систему. С этого момента источником власти над территориями и народами признавали сами государства, а не церковь. Папство утратило свое лидирующее положение в Европе, уступив место суверенным государствам. Получив суверенитет и независимость, часть великих держав, таких как Нидерланды, Пруссия и Англия после славной революции, внедрили принцип свободы вероисповедания. В других странах, таких как Франция, свобода вероисповедания была отменена, и протестанты бежали в соседние страны. Однако возвращение к католицизму на практике означало усиление абсолютной власти суверена, который обосновывал это божественным правом королей. При Людовике XIV реальная административная власть все больше переходила к профессиональной бюрократии.
Многие суверенные страны начали проводить политику, которая постепенно отходила от христианских принципов. Особенно рано это проявилось в экономической сфере. Было официально разрешено предоставление банковских кредитов под проценты, что ранее осуждалось церковью как ростовщичество. Государства все больше брали под контроль систему образования. В Пруссии Фридрих Вильгельм I в 1717 году ввел обязательное начальное образование, что существенно уменьшило влияние церкви на школы. Он считал, что образование должно было приучать детей к дисциплине, послушанию и трудолюбию, что было важным в подготовке солдат и чиновников. В Австрии и Франции во времена Просвещения образование также переходило под контроль государства. Постепенно ограничивалась судебная власть церкви. В Австрии императоры Мария Терезия и Иосиф II провели реформы, ослабившие инквизицию и передававшие часть церковной юрисдикции государственным органам. В протестантских странах, таких как Англия, в исключительных случаях допускался развод, что подрывало традиционное христианское представление о нерасторжимости брака. В 1752 году король Пруссии Фридрих II Великий издал закон о разводе, в котором брак был объявлен исключительно частным делом. В Австрии по инициативе императора Иосифа II было упразднено множество монастырей. Во второй половине 17 века совместными усилиями великие державы вынудили папство ликвидировать орден иезуитов. В России Петр I учредил синод, который фактически подчинял церковь государству, устранив патриаршество. Таким образом, к концу 18 века влияние церкви значительно сократилось. Ее покидали те, кто прежде приходил туда ради власти, статуса или богатства, но оставались те, кто действительно верил. В странах с республиканским управлением, таких как Англия и Нидерланды, христианские принципы продолжали оказывать значительное влияние на государственную политику, в отличие от абсолютных монархий, где правители и их бюрократы стремились к полной концентрации власти. В Англии существовали образовательные учреждения, которые находились под контролем различных церквей, включая англикан, пуритан, квакеров и других протестантских групп. Они управляли социальными институтами, такими как помощь бедным, сиротские дома, медицинская помощь. В 1730-е годы в английских 13 колониях началось евангельское первое великое пробуждение. Оно сыграло ключевую роль в возрождении и укреплении влияния церкви на общество. Евангельское движение также сделало протестантизм более соответствующим Священному Писанию. Многие церкви отвергли практику крещения младенцев, потому что вера предполагает индивидуальный, свободный и осознанный выбор. Собрания стали проводить на открытом воздухе, отказываясь от традиционных церковных помещений и формализма. Евангельские христиане значительно расширили миссионерскую работу. Они активно пропагандировали идею отмены рабства, потому что Евангелие предназначено для всех народов и всех людей. Евангельское пробуждение привело к созданию образовательных учреждений, которые сыграли важную роль в обучении будущих лидеров и пасторов. Был основан Принстонский университет, а старые университеты, как Гарвард и другие, находились под влиянием пробуждения. В Британии евангельское движение методистов активно проповедовало среди новых быстрорастущих городов, возникших в результате промышленной революции и урбанизации, борясь за сохранение морального облика общества. Христианское пробуждение в британских колониях в Америке сопровождалось значительной миграцией из Европы, где происходили обратные процессы. Идеи просвещения и светскости привели к появлению открытых атеистов и росту антиклерикализма. Во время французской революции духовенство обязали присягнуть правительству, отказавшиеся скрывались или бежали, их имущество конфисковывалось, монастыри ликвидировались. Революционная Франция сделала идею народного суверенитета глобальной тенденцией вместо божественного права королей. В 1791 году был введен гражданский брак, а при Наполеоне – всеобщая воинская повинность, которую переняли другие страны. Поражение Франции в 1815 году стало поворотным моментом, приведшим к усилению консерватизма и укреплению христианских ценностей в Европе. В Великобритании влияние христианства на политику проявилось через либеральную идеологию, особенно в вопросах, связанных с отменой работорговли. Ведущую роль сыграли евангельские протестанты, в частности Уильям Уилберфорс. Под их влиянием Британия отменила рабство не только у себя в колониях, но и начала активно бороться с ним в других странах. Благодаря своим колониям Британская империя стала крупнейшим по площади государством в истории. Однако в своих заморских территориях она, как и другие колониальные державы, по-разному относилась к крестьянскому миссионерству, иногда запрещая его, а иногда поддерживая. Местное население, видя колониальное угнетение, часто отвергало крещение, поэтому христианство в колониях распространялось в основном там, где европейцы основывали свои постоянные поселения. В Китае христианские идеи оказали влияние на учение тайпинов, основавших Небесное Царство. Их лидер провозгласил себя младшим братом Иисуса Христа и утверждал, что получил от Бога задание избавить мир от демонов, маньчжурской династии Цин и традиционных китайских верований. Тайпинское восстание стало одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. В
После его подавления в Китае усилились антихристианские настроения, связанные с растущим недовольством иностранным вмешательством, деятельностью западных миссионеров и неравноправными договорами, навязанными Китаю после опиумных войн. Это в конечном итоге привело к боксерскому восстанию, которое было подавлено коалицией великих держав, временно оккупировавших Пекин. Вызовом для всего христианства стали научные открытия XIX века. Работы геолога Чарльза Лайеля показали, что Земля значительно старше, чем предполагалось на основе буквального прочтения Библии. В 1859 году Чарльз Дарвин предложил теорию эволюции. Либеральные богословы приняли эти научные открытия, что вызвало напряженность между ними и фундаменталистами, которые настаивали на буквальном прочтении Библии. Альтернативные научные взгляды на происхождение мира способствовали развитию философии и расширению границ понятия науки. Новые дисциплины стремились заменить церковное наставничество в обществе. Среди них особое влияние приобрела психология, в частности фрейдизм. Во второй половине XIX века процесс секуляризации в Европе значительно ускорился. В большинстве европейских стран был введен обязательный государственный контроль над образованием. В католических странах произошла национализация католических школ. Это привело к значительному ослаблению влияния духовенства на систему образования и сильно ослабило религиозную идентичность, способствуя формированию национальной идентичности. Церкви постепенно теряли свою юрисдикцию над семейным, брачным и уголовным правом. В Англии закон 1857 года сделал развод гражданским делом, а не церковным, несмотря на сильное сопротивление весьма традиционной церкви Англии. В XIX веке происходили конфискации церковного имущества. В Италии после объединения страны государство присоединило Папскую область, оставив территорию Ватикана. В Германии после объединения Бисмарк стремился укрепить национальное единство и рассматривал католическую церковь как конкурирующую силу, способную этому препятствовать. В результате он начал политику культуркампфа, культурной борьбы, в рамках которой были приняты законы, регулирующие систему образования, деятельность священников и введение обязательных гражданских браков. Развитие национальной идентичности, вытеснявшей религиозную, способствовало активному процессу формирования национальных государств в Европе. На Балканах восстания среди православного населения привели к падению османского владычества, образованию независимых государств и созданию новых православных патриархатов. Проблема возникла для народов, не имеющих собственных территорий, таких как евреи, цыгане и другие этнические группы. Среди этих групп популярными стали наднациональные идеологии социализма и коммунизма. В Америке в XIX веке продолжались христианские пробуждения, такие как Второе Великое Пробуждение. Вдохновленные успехами миллериты ожидали скорого второго пришествия Христа. Их разочарование позднее интерпретировали как скрытое пришествие. Движение стало основой адвентизма. В этот период также возникли новые церкви, которые значительно отклонялись от традиционного христианства, такие как церковь мормонов и свидетелей Иеговы. В начале 20 века в ходе пробуждения на Азуза-стрит в Лос-Анджелесе зародилось пятидесятническое движение. Его децентрализованная структура, акцент на личный духовный опыт и активное миссионерство способствовало стремительному распространению по всему миру. Со временем оно стало одной из крупнейших христианских конфессий и по числу действующих церквей, равной католицизму. Для христианства в Европе первая половина 20 века была трагической. Атеистические режимы, нацизм и коммунизм значительно сократили число христиан. Особенно пострадала православная церковь в Советском Союзе. Атеистическая пропаганда, репрессии против мирян и священников, а также разрушение церквей подорвали ее роль в обществе. Влияние государства в Европе стало почти тотальным. Во время Первой мировой войны европейские правительства окончательно ввели паспортную систему, установив контроль над передвижением населения. Полному торжеству атеизма и секуляризма помешало взаимное и справедливое недоверие диктаторов Гитлера и Сталина, которое привело к их столкновению во Второй мировой войне. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и предлагайте идеи для улучшения контента.